Наверное, каждый помнит Last of Us. Как насчет помочь? Старина. Себе на... А точнее, этих деталей было две. Джоэл и Элли — это ключевые герои. Ну, если кто-то не understand. Я хз кому как, но за их отношения отца и дочери я переживал больше, чем за свои, которых нету. А нахера вам это все? Ну, потому что речь сегодня пойдет о недавно релизнутой игре года. Рай для PDF. Ой, блять, прагмата. Так, забатить успел. Неадекватное начало есть. Можно начинать. Всем опездалым привет, с вами я Тис, или тот самый бубнящий дед у микрофона. Сегодня мы поговорим о прагмате, почему она возможна, игра года, как она связана с Last of Us и почему на нее запрещены моды. Подписывайтесь на мою телегу, Twitch и на все остальные ссылки в описании. Буду рад подписке на канал, лайку, а мы начинаем. Ой, блядь, затяну я с обзором, конечно. Помимо сроков выхода обзора я и просрал инфу о том, что игра от Capcom вместе с ее анонсом в 2020 году, которое я также успешно проебал мимо ушей. Ну это пиздец какой-то просто. А там еще и переносов было несколько раз. Ну, если можно, а мне ничего, блять, нельзя. Нет, иди нахуй. Только вот игра вышла ровно 17 числа, а вот мой ролик, дай бог, выйдет через полгода. Фу, бля. Короче, игру переносили постоянно из-за смены на движок всех резиков и игр от Capcom. Это что, блядь? Это за что? Все, выключаем, мне хвоста. Ну и конечно же в прагмате куча отсылок на проекты японских гениев. В игре ими доброта так насрано, как и в видосе с спойлерами. Поэтому пока мы не приступили к сюжету, я прошу вас ознакомиться лично с проектом, который этого явно заслуживает. Адский разгон, нам пизда! Ну все, я вас предупредил. Го начинать говорить о самом лучшем в прагмате сюжете. Сюжет прагмата на первый взгляд кажется до боли примитивным, где раскрывает историю дружбы мужика и девочки. Я не Чикатило, блядь! Они сражаются против толпы врагов, не боятся опасности, понимая, что каждый шептун может быть последним, и все ради спасения планеты. Скучно, банально, анально. Ну а если углубиться в лор и хоть на чуть-чуть раскрыть свои зенки, в этой истории вы заметите что-то большее. Весь лор стартует с ученого Хиггинса, занимающегося изучением некроволокна, найденного на Луне. Некроволокно — это что-то типа пластика для 3D ручки. И вы не поверите, эта штука универсальная. Из нее можно сделать все, что угодно. Ага, поверил. Ну и бредятина. Подарок вашему другу дотеру? Пожалуйста. Лекарство от фури? Да нет проблем. Сдачу оставь себе, грязное животное. А, ну и еще можно напечатать целый Нью-Йорк, но это как-то скучно. Да и Геленджик явно был бы лучше. Да, это, конечно, не Самара. И не Урюпинск. И не Пермь. Тоже ничего, но все-таки. Хиггинс прекрасно понимал возможности некроволокна, решивший сделать лекарство для своей больной дочки Дейзи. Компания по добыче некроволокна на Луне, Делфи, охотно заинтересовались проектом, почесывая свои тараканьи лапки. Но вот проверять неизвестно что на Земле никто не собирается, а вдруг... А потом по городу будет скакать просроченная жижа для подика. Короче, идея откровенно херня. В голову Хиггинса тогда пришла мысля. Из некроволокна можно создать все что угодно. Ведь это так. Можете вживую не отвечать, достаточно в комментариях написать. Ну или забить хуй, потому что ответ да. Поэтому он создал прагмат. Это андроиды на базе ДНК Дейзи. Нужны они для теста инъекций с некроволокном. Первая версия под номером 7 какого-то хера научилась бороться с токсинами некроволокна. Ее быстро убрали на склад пылиться. Бля, ребят, вы только не забудьте про нее, а то я знаю несколько роботов, забытых на складе. Где нахуй? Здорово! Уебан. Гнида? Я сейчас тоже начну улыбаться, как ты, смотреть. А ты чего 20 секунд осталось? 10 секунд, блять. Я хз. Тихо нахуй. 4, 3, 2, 1.
Блять, иди ты нахуй! Время сильно поджимало, ученый торопился, даже проверял на себе разок инъекцию, но все же доделал прагмату под номером 8, которая стала успешнее во всем семерке. Ну хоть где-то восьмерка лучше семерки. Делфи почесали репу и такие: нужно больше золота. Первым подопытным стал, а точнее стала Дейзи, дочь ученого, получившая дозу лекарства, и скопытилась. Хиггинс от этого свалился в депрессуху, зная, что Делфи замяли дело и типа ни хера ничего не было. В общем, поругался Хиггинс на жадных корпоратов, обсудил, как в СССР было хорошо, и тоже умер. Те быстро снижаются. Я был так близок. Земля и Дельфи. Они забрали тебя. И тут ни хера себе сюжетный поворот, фокус-покус, мы начинаем с самого начала игры. Все события, что я описал выше, произошли до прилета команды Хью. Это так, для особо одаренных. А что же забыла команда Хью на базе, где долбит некроволокно во все щели? Ну, во-первых, Хью у нас это главный герой, и я в курсе, как он похож на Азика из Мертвого Космоса. На это, кстати, тоже отсылочка есть. А во-вторых, база эта, что на Луне, напоминаю, ни хера не выходит на связь. И отмазка чел, я забыл включить VPN, тут явно не работает. Пока МГЕ мужчины искали причину неполадки, они успели подружиться с местным Вали. Слышь ты нахуй, тумба-юмба ебаная нахуй. Ты нахуй съебись, я, блядь. А потом все вместе проебали. Как вам рифма и мой аутизм? Короче, команда Хью все, сдохла, померла, ставлю свечку, давайте, классная игра. Сиди на месте, это игра. И главный герой по канону должен был выжить. И он выжил, правда с порванной жопой и возможно селезенкой, но его спасает наша прагмата под номером 7. Знакомьтесь, это... Чего нахуй? Блять, что нахуй Гелдиливил, блять? У тебя что, нет нормального имени? Повторяю, я DI-0336. Ладно. Слушай, давай я буду звать тебя Диана. Диана? Да, с этого момента будешь Дианой. Как тебе? Диана. А я Хью. Нянька из меня так себе, но мне нужна твоя помощь. И я... Хью? Диана. Да. Хью? И... Диана. Хью, Диана, Хью, Диана, Хью, Диана, Хью, Диана, Хью, Диана, Хью. Да как ты заебала? Ну вот Диана уже гораздо лучше. Короче, херово знает, понравилась ли ей дочь из мужиков, но взломать пьяного Вали ей явно зашло. И тут нас знакомит с первой механикой игры взлом жопы. Эта механика мне напомнила Кибербан. Сам взлом несложный и думать особо не нужно. Единственное, что от вас требуется, скорость вашей руки. Желательно правая, тренировки обычно на ней проводят. Взлом обязательный, потому что без него степлер Хью ничего не сделает. И вроде прикольно, есть бонусы всякие, такие как отжарить мамку роботов или устроить DDoS-атаку. Но меня ебать как интересует, как такие мувы вытворяют на геймпадах. Здесь также Хью понимает, что Диана не обычный ребенок, а робот, и без нее ему явно не справиться. База, где погибла команда Хью, потихонечку разрушается, и единственный выход вот такая вот спасательная капсула. Жоповозка летит как дура по трассе к убежищу, в котором можно шмотки сложить, улучшиться, купить какие-то приколы и самое интересное NZE. Если быть короче, 3D модели для Дианы. С ними она может играть, а еще вот так прикольно подходить к Хью, задавая всякие вопросы. Но вы только гляньте, какой милый рисунок она нарисовала. На самом деле разрабы гении. Это же лучший способ заставить ленивого игрока шарить локации и находить секретки. Но все это лишь дерьмо на постном масле по сравнению с этой замечательной штукой, из-за которой вы обязаны купить прагмату. И с такими вот ушками мы прыгаем в личный Uber и отправляемся на следующую локацию — электростанция, где нужно получить доступ к главному щиту управления и пробить дорогу к башне связи Билайна, откуда нам нужно звякнуть на землю, так скажем, передать салам. Собственно говоря, электростанция — первая локация, где дают побегать и помочить роботов, разновидность которых удивляет. Ну а чтоб тебе не было скучно, изучай карту, ищи компоненты для улучшения, чипы способностей и вообще кто, по-твоему, будет должен искать NZE для Дианы?
горка сама себя не напечатает. А если в детстве вас привязали к батарее и били ремнем, как Миядзаки, держите. Анальная пробка с перцем под кодовым названием красной зоны. Я уже красный! Такая же красная, как и твой пердак, который здесь любезно разорвут. Собственно, поэтому я эти зоны не проходил. Так, на чем мы остановились? На электростанции также успеваем познакомиться с индусом. Искусственный интеллект, который может сочинить симфонию, превратить холст в кусок шедевра и дать смачного леща. Да, это местный охранник или система безопасности, что всячески будет нам очень мешать, активируя всех консервных банок и вот таких вот десептиконов. Беги, сука, беги! Не бойтесь, снаружи это бородатый Боров с пузом 5 уровня, а в душе это милый фимбой Федя, развалить кабину которому не составит труда. После мощного махача с Федей и восстановления энергии в убежище нас встречает Брумалда. Его имя Кубик, прошу не упоминать при нем геометрию, иначе вы рискуете сесть на треугольник. Он ходячий лотерейный билет даже с реальными призами. Крафты, информация о роботах и новые испытания, скины, все это относится к нему. За просто так он может посадить жопу об косяк, а не награды выдавать. Поэтому будьте любезны теперь искать на картах жетоны для Куба Ёба. Ладно, хер с этой биссектрисой, отправляемся в башню связи. Напоминаю, для связи с землей. И если вы не заснули от моего гундюжа, то вы помните, что я упомянул копию Нью-Йорка. Ну, наблюдайте. Ух ты! Напоминает Нью-Йорк. Нью-Йорк. Это город на земле? Да, в Америке. Как много вывесок и огней! Я даже не знаю, куда смотреть. Короче, нам нужно пройти к башне, и как обычно ворота к ним закрыты, а сверху вдобавок нас срали очень оригинальной загадкой одну на всю игру. Полчаса долбежки и поисков всего, что возможно, и поздравляю, нам пизда. Что это нахер такое? Именно так впервые я подумал, увидев это. Но по итогу это оказалось обычное ведро, причем дырявое. Ярик, блядь! Ярик, блядь! Весь мой практически часовой путь был только ради того, чтобы индус заблокировал мне, сука, все, напоминает одну организацию, и мы повстречали кошку, которая умеет разговаривать. Охуеть. Нет, я не ебанулся. Она реально сказала, что ей нужна помощь в теплице. Диана настояла, чтобы Хью туда сгонял и чекнул обстановочку. А Хью выбора не предоставляли. Он просто идет нахер. Кстати, цель нашей вылазки изменилась. Теперь нам нужно отключить индуса. И я это полностью поддерживаю. Сделать это можно только в главной башне, до которой надо добраться. И желательно живым. А пока что посмотрите, какая теплица уникальное место, созданное также из некроволокна. И она демонстрирует, как бы выглядела террафлора, или проще куст, дерево, лесочек, и все это на Луне. В теплице, кроме обильного объема роботов, есть центральный лифт, заблокированный корнями. Удалив их, поднимаемся на лифте и встречаем 8, закованные в корне. Она и была той самой кошкой. От нас она просит помощи. Да вообще никаких проблем. Вот тебе немного мелочи на вокзал, и дальше сама пошуршала свой дербент. Ладно, если без шуток, сможете ли вы догадаться, что пошло не так? Даю вам 3 секунды на ответ. Раз, ебаный индус. Как обычно, вставил свои 5 никому нахер не сдавшиеся копейки. Ну и урод же ты, еб твою мать. 8 успевает передать коды для перезапуска индуса и помирает. Я честно хз, почему здесь все умирают, кроме ебаного, блять, индуса. Я не такой же человек, как вы. Я сильнее, я умнее, я лучше. А Хью, как в самых крутых фильмах, успевает в самый последний момент. Ну, собственно, поэтому у него нет детей. Диана очень стала переживать после этой встречи, рассказывая про это в убежище. И здесь раскрываются обе личности. Даже несмотря на то, что Диана, по сути, робот, но она способна на переживание и сочувствие. А Хью не черствый кусок хлеба, отдыхающий у тебя на столе 2 недели, а добрый и понимающий мужик, который сделает для своих все, что может, даже если это просто поддержка. По мере игры мы будем в этом убеждаться еще не раз. Еще в этом моменте мне зашло, что Хью показали не как чела, который с Дианой ходит только ради спасения своей сраки, а друга. Причем хорошего. Ладно, харе сопли лить банку, пора в лунные рудники. Открытый космос, лунный песок и ебаный глист с размером с саму Луну. На первый взгляд может показаться, что это очень сложно, но по сути это одна из самых простых локаций, и из опасности вас ждут обновленные роботы, а еще летающие говноеды с ракетами.
Настоящие уроды. Кстати, помимо общей духоты от количества врагов на квадратный метр, Пизда мне, но зато будет весело. здесь можно собрать качели для Дианы или сдохнуть на платформе говна. Кому как нравится. И все вело нас к самому, не побоюсь этого слова, простому боссу, максимально лоховской глист, попустить которого дело 5 минут. После чего Хью и Диана грузят винлокер в индуса, и пока на фоне загружались вирусы без майна, я успел расстроиться из-за отсутствия сюжетных поворотов. Как Натя, блять! 8 оказалась 6. А на землю ей надо, по классике, разъебать всю планету и отомстить за ученого Хиггинса. Но вы не бойтесь, это только в этой, Америке. И ладно, если она тихо заявилась, так нет, надо уебать Диану и Хью кровавым поносом и злобно хихикать. Ты самая пиздатая, блядь. Понятно вам, блядь? Вот тварь, блядь. В мое время существовал верный помощник в ситуациях, когда ребенок маленько припух. Короче, летим в убежище, где открывается последняя комната. Там находится отличное место для рекламы 3D принтера, но я нищий ютубер, зато богатый байтер. Обязательно подпишись. В общем, чиним Диану и смотрим на одну из самых милых сцен видеоигровой истории. Даже взрослые бородатые мужики на этом моменте пролили слезы. Диана. Это твоя память? Я с самого начала ни на что не годилась. Нет, Диана, хватит. Не думай об этом. Лучше думай о том, чего ты хочешь. Океан! Я хочу туда. С тобой. После тачки на прокачку Диана открыла новую способность убивать некроволокно. Она нехило так распространилась по всей базе, включая роботов, тем самым усилив их до невозможности. Винда сама успеет активироваться, пока ты ждешь заряд этой херни, а без нее дальше никак. Я матерился долго, но с помощью щита и стазис пушки я хоть как-то выживал. Адский разгон, нам пизда! С новой способностью летим раздавать звездюлей на самую душную локу, где совместили все: арены, скучные коридоры, толпы врагов. В общем, я сразу понял, что я на финале. А на финал разрабы приготовили финального босса 8, совмещенную с некроволокном. Приправили это все очень трогательной сценой, где Хью защищает Диану, говоря, что она не просто прагмата, а нечто большее. Ты так до сих пор и не поняла? Ты же прагмата. Ну и что? Она нечто большее. Ты не можешь пользоваться ей как вещью, а потом выбросить. С такой поддержкой влетаем чистить рыло 6, о минусах которой я поговорю позже. Сейчас скажу, что эти 20 минут геймплея просто жесть как утомили меня. Но ради финала, где 8 до конца остается преданный Хиггинсу и просит Диану рассказать о его страданиях и правду про Делфи, а также не забывать его, я готов ей все простить. Даже убийство команды Хью. И на этом моменте что-то глаза влажнее стали. Да и 6 обзываться уже не хочется. Даже извиниться захотелось. Так, слезы отставить. Вообще-то у нас тут не закончено дело. Тут у нас огромная херня из некроволокна, которая собирается уничтожить единственный выход с Луны на Землю. Собираемся как Power Ranger и отправляем скотину в ад. Диана, послушай. Я был прямо как ты. Хотел познать все тайны жизни. И сколько же шишек я набил по пути. Но я был не один. У меня была поддержка. Теперь твой черед. Новая жизнь. Ты же готова? Хорошо. Вперед. Вместе. Вот и все.
А вот и грузовой корабль, но Хью что-то устал маленько. А если отмотаем чуть назад, вспомним про некроволокно, попавшее в него. И посадив на корабль Диану, он отпускает ее и себя в последний путь. Отыщи океан. Нет, подожди! Счастливого пути, малявка. Словно Хиггинс и 8. Никаких шуток здесь не будет, потому что на этом моменте я резко вспомнил, как я отпускал своих любимых игровых героев, коим стал Хью. Пример настоящего мужика, что не сдался даже несмотря на все проблемы. Он словно идущий к реке. Мысленно несет груз сразу всего человечества, зная, что от него зависит все. Забывая свои проблемы и умеющий прощать других. А также человек, что смог поместить в свое сердце маленькую девочку, которую он не оставил на произвол судьбы. И дошел с ней до самого конца, показав ей тот самый желанный океан. Даже нет слов описать, насколько этот сюжетный поворот меня удивил. В целом сам сюжет не сильно усложнен, а эти сюжетные повороты добавляют резкости и глубины в эту необъятно большую картину с довольно замудренным лором. Поэтому сюжет я считаю в прагмате отличным, с очень тонко и хорошо прописанными героями и антагонистом. И отвечая на вопрос, чем же похожа Прагмата и Один из нас, форматом подачи сюжета и героев. Успешно подав под этим форматом двух героев, Джоэла и Элли, их развитие отношений, характер и цели, нам, игрокам, интереснее наблюдать за сюжетом. В Прагмате под этот формат, как вы поняли, преподнесли Хью и Диану. Кстати, насчет Дианы, название ролика не кликбейтное, а реальность, к сожалению, от которой спрятаться не получается. Как вы все сами понимаете, выход игры не мог пройти мимо странных личностей, называемых PDF-файлами, максимально осуждаемых везде и всюду. В общем, данные пряники решили заняться моддингом, и я думаю, уже многие понимают, к чему я клоню. Все дошло до настоящих интернет-войн, где чилы с Reddit и Capcom начали штурмовать такие моды и удалять их подчистую. В эти моды даже начали вшивать вирусы, из-за которых можно было легко отследить чела, скачавший веселый мод, и весело его проводить на лет 15 в обезьянник. Просто максимальный плюс рэп всем челам, не проходящие мимо, и помогающий разрабам очищать инет от вот такой заразы. Ладно, с сюжетами и модами все понятно, но что там по геймплею? В Прагмате геймплей интересный, взлом разбавляют интересными фишками, могут добавить задания на скорость или даже реакцию. Вдобавок ей дали мощную обилку, и все это можно улучшать. В это время Хью дали целый набор арсенала и уклонения. Здесь вам и статись пушки, гранатометы, дроны всякие, но у всех есть один большой минус. Они не бесконечны. Даже перезарядить у вас их не выйдет. Сделано это для разумного использования арсенала, хотя я ограничился одним пистолетом, которым и прошел всю игру. И все это вы будете использовать против мощной толпы роботов и крайне слабых боссов. Понимаете, здесь нет выбора сложности, а хардкор режим открывается только спустя полное прохождение. И я не жалуюсь, я казуал, и для меня это мана небесная. Боссы здесь только максимально душные, хотя, признаюсь, презентабельные. Несколько видов атак и вдобавок имеют несколько стадий. Самым сложным для меня лично стал Скорпион, но и то потому, что я решил изменить пистолету на самую винтовку, от которой пользы никакой. И это, пожалуй, самый большой минус боссов, в том числе и финального. Но все равно геймплей получился не скучным и даже очень вариативным. Ко всему этому нас запихнули вот в такие вот шедевры, разбавляющие серые однообразные лаборатории, от которых к концу игры ты сильно устаешь. Такими шедеврами я могу и назвать катсцены, поставленные которые просто шикарно. Игра очень красивая и, что удивительно, оптимизирована. Хотя моя 2060 и 5 Intel жестко охеревали от такого, но я смог запустить Прагмату на средневысоких, конечно же, с DLSS. Если кому-то нужно будет, я оставлю пост на оптимизацию с Reddit, если вы недовольны количеством FPS или отстающим звуком в катсценах.
По итогам я могу назвать Прагмату 100% номинантом на игру года с отличным сюжетом, графикой, музыкальной частью. Я просто похлопаю, блять, за этот саунд. А победит ли она, это мы еще узнаем. Как-никак второй батискаф уже вышел, и судя по всему у разрабов очень большие амбиции, да и яйца тоже. А также не забываем про возможную GTA 6. Но даже эти игры не помешают назвать мне Прагмату очень красивой, проработанной игрой с удивительно притягательными героями и также удивительно красиво написанной историей, которую я очень советую прочувствовать, даже несмотря на 20 часов геймплея и цену 4000 деревянных. Пишите в комментах, как вам Прагмата, играли вы в нее, может какие-то интересные факты знаете. Ставьте классы, подписывайтесь на меня и на мои соцсети, ТГ-канал, мой Twitch. Все лежит в описании. Успейте, пока полностью не сделали VPN нелегальным. Спасибо всем опездам за просмотр. Целую в лоб каждого, до новых встреч, а я погнал. Удачи!